В прекрасном замке жила королева. Родилась у нее дочь, о которой она мечтала. У ребенка были черные волосы и белоснежная кожа. Поэтому и назвали ее Белоснежка. Вскоре королева умерла. Недолго горевал король. Через год он привез во дворец новую королеву. Была она красивая, но злая. С собой женщина привезла волшебное зеркальце. Каждый день она любовалась в нем своим отражением и задавала ему один и тот же вопрос: кто красивее всех на свете? Зеркало всегда говорило только правду, поэтому оно честно восхваляло красоту королевы, и женщина сияла от счастья. Белоснежка росла, и с каждым годом ее красота расцветала все ярче. И вот в очередной раз, говоря с зеркалом, королева услышала в ответ, что теперь не она красивее всех на свете, а Белоснежка. Терпеть такое в собственном дворце королева не собиралась. Она приказала верному слуге завести принцессу в непроходимую чащу и убить. Но не смог слуга даже ради королевы убить милую девочку. Он привел принцессу в темный лес и отпустил. А сам вернулся в замок и сказал королеве, что выполнил ее приказ. Долго принцесса бродила по лесу, по дороге ей помогали всякие лесные обитатели. Белоснежка была очень добра к ним, и поэтому они сильно подружились. К вечеру принцесса случайно наткнулась на маленький домик. Она зашла в него и увидела, что в доме никого нет. На столе было накрыто на 7 человек, а в спальне стояло 7 кроваток. И все в этом доме было очень маленьким. Поэтому Белоснежка поняла, что здесь живут 7 маленьких человечков. После долгой и трудной дороги она прилегла на одну из кроваток и крепко заснула. Поздно вечером домой вернулись 7 гномов. Они сильно удивились появлению неожиданной гостьи. Спящая Белоснежка была так очаровательна, что гномы решили дать ей поспать и не стали ее будить. Наступило утро. Белоснежка проснулась, увидела 7 гномов и испугалась. Но они были ласковы с ней, и девочка рассказала о своей беде. Белоснежка им сразу понравилась, и гномы предложили ей остаться жить у них. Тем более, что она согласилась взять на себя заботы по дому, готовить еду, стирать и убирать. Каждое утро гномы уходили в горы добывать золото и драгоценные камни, а возвращались поздно вечером. Уходя на работу, они предупреждали Белоснежку, чтобы она опасалась злой мачехи и не открывала двери незнакомым людям. В это время королева, как обычно, отправилась в тайную комнату, чтобы поговорить с волшебным зеркалом. Но зеркало внезапно сказала, что не она красивее всех на свете, а Белоснежка, что принцесса по-прежнему жива и живет у гномов в домике. Королева сильно разозлилась и решила сама разобраться с Белоснежкой. Она отправилась в потайную комнату и приготовила там ядовитое-приядовитое яблоко. Было оно снаружи очень красивое, но если бы кто-то съел хотя бы кусочек, то непременно бы умер. Когда яблоко было готово, королева переоделась в старую торговку и пришла к дому гномов. Увидев милую старушку, Белоснежке стало жалко ее. Она ничего не заподозрила и вышла из дома. Старушка угостила девочку спелым яблоком и сказала, что если она съест это яблоко, то навсегда останется молодой и красивой. Белоснежка поверила ей, и только она надкусила яблоко, как упала замертво и перестала дышать. Довольная королева отправилась во дворец. Вечером гномы вернулись с работы и увидели Белоснежку, лежащую на земле. Она не дышала. Они так громко рыдали и причитали, что их плач услышал прекрасный принц, который охотился в лесу неподалеку. Стало интересно ему, что это за вой такой поднялся, что распугал всех зверей. И когда королевич нашел дом гномов, то увидел Белоснежку. Она была такая красивая, что молодой принц сразу же влюбился в нее. Он уговорил гномов забрать ее с собой в замок, ведь там у него есть доктора, которые смогут вылечить Белоснежку. Гномы разрешили. Тогда королевич велел своим слугам нести принцессу на плечах.
И когда они несли ее, случилось так, что слуги споткнулись о какой-то куст, и от сотрясения кусок ядовитого яблока выпал изо рта Белоснежки, и она очнулась. Увидев молодого принца, девочка тоже полюбила его и согласилась выйти за него замуж. На свадьбу они пригласили и злую мачеху. От злости, что Белоснежка еще жива, и что теперь ее ждет долгая и счастливая жизнь, королева разбила волшебное зеркало и больше никогда в него не смотрела. В одном большом городе жили по соседству двое бедных детей – Кай и Герда, которые любили друг друга как брат и сестра. Родители разрешали им ходить друг к другу по крыше в гости и сидеть на скамеечке под розами. В теплое время года они проводили здесь все время, выдумывая разные игры, а зимой любили устроиться у теплого очага и слушать удивительные истории, которые им частенько рассказывала бабушка. Однажды, когда дети рассматривали книжку с картинками, Кай почувствовал, как что-то кольнуло его в глаз и сердце. Это были осколки зеркала могущественной повелительницы – Снежная королева. С тех пор поведение мальчика резко изменилось. Он стал злым, грубым и жестоким. Как-то раз Кай отправился кататься на санках и не вернулся. Когда Герда узнала об исчезновении Кая, она долго плакала. Но она была уверена, что Кай был жив. Поэтому решила отправиться на его поиски. Долго шла Герда по лесам, по полям, и вот наткнулась она на чудный домик, утопавший в цветах. К ней вышла хозяйка. Это была старая-престарая волшебница в большой соломенной шляпе. Герда очень понравилась старушке, и поэтому она заколдовала бедную девочку и оставила ее у себя навсегда. Герда позабыла о цели своего путешествия и много времени провела, играя в чудесном саду гостеприимной хозяйки. Однажды она случайно увидела розу и вспомнила Кая. И тут же, очнувшись от волшебства, отправилась в дорогу. По дороге Герда встретила большого умного ворона. Он рассказал девочке, что знает принцессу, которая собиралась выйти замуж, и ее жених очень был похож на Кая. Ворон согласился провести Герду к нему. Оказавшись во дворце, Герде удалось увидеть будущего принца. К сожалению, это был не Кай. Принцесса, выслушав грустную историю девочки, подарила ей золотую карету с кучером и слугами, а также башмаки, муфту и чудесное платье. И Герда отправилась в путь. В темном лесу сверкающая карета сразу бросилась в глаза разбойникам, которые тут же напали на нее. Разбойница взяла Герду себе в плен. Она привела Герду в разбойничий замок, чтобы похвастать своим зверинцем, в котором были лесные голуби и северный олень из Лапландии. Услышав историю своей пленницы, разбойница пожалела ее и отпустила вместе с северным оленем на поиски Кая. Северный олень привез девочку к старухе Лапландке, которая отогрела и накормила измученную девочку. Она написала пару слов на сушеной треске своей приятельнице Финке, которая жила неподалеку от дворца Снежной королевы, с просьбой помочь девочке. Она объяснила Герде, что причиной плохого поведения Кая стали осколки зеркала, что попали ему в сердце и глаза, и он никогда не станет прежним, если не растопить лед силой горячего любящего сердца. Ко двору Снежной королевы Герда отправилась одна-одинешенька. Никто не смел приблизиться к дому могущественной повелительницы. Ей было очень холодно и страшно. Очутившись в замке, Герда удивилась, каким холодным, пустынным и мертвым он был. Вскоре она заметила Кая, который совсем посинел, почти почернел от холода. Мальчик сидел в уголку и пытался выложить из льдин слово «вечность», ведь в этом случае он получил бы в подарок от Снежной королевы весь свет и пару новых коньков. Герда бросилась к Каю, крепко обняла его и заплакала.
Своими горячими слезами она расплавила осколок, застрявший в сердце мальчика. Подобрев, Кай тоже принялся плакать. И второй осколок вытек из глаз вместе со слезами. Как они были счастливы видеть друг друга. Но не было времени для радости. Им нужно было выбраться из ледяного дворца, пока не вернулась снежная королева. Когда Кай и Герда наконец выбрались из царства снежной королевы, они поспешили домой. На обратном пути им повстречались все друзья, которые помогли Герде в ее поисках. Дома их ждали любимые цветущие розы, а все происшедшее вскоре было забыто ими, как тяжелый сон.